Всем большой привет! Сегодня я расскажу о работах в Южной Корее, а именно буду рассказывать о работах, где работают люди из стран СНГ. Мы с мужем из России и живем в Корее больше 5 лет. Из них 2 года я работала на заводах, и за это время накопилось много опыта и много знаний. Работа для иностранцев делится на несколько видов. Первое – это заводы. Заводы по производству автомобильных запчастей, телефонов, холодильников, телевизоров, заводы косметики. В общем, масштаб очень огромный. Это может быть и микросхемы, и солнечные батареи. В общем, куча всего. Сколько получают иностранцы на заводах? Итак, минимальная заработная плата по закону в Южной Корее в час 8720 вон. И это значит, что работодатель не может платить меньше. По закону это будет правонарушение Трудового кодекса. Если вы работаете в дневную смену и график у вас 8-часовой, то есть с 8 до 5 вечера, зарплата получается 8720 умножим на 8 часов, получится 78 480 тысяч. И затем после 5 часов вечера обычно идет переработка, чанобы. Это значит, если работать с 8 до 8 вечера, 91 980 вон. Так, если работать с 8 до 5 21 рабочий день, а суббота-воскресенье выходной, то зарплата получается 1 550 000. Это так мало? Да, это мало. Пойдем дальше. Итак, первое. Если вы отработали 5 дней в неделю без пропуска, вам дают недельный бонус. Недельный бонус равен 1 дню, то есть это базовая минимальная зарплата. Второе – это месячный бонус. Третье – это сверхурочные переработки, чанобы называют. Вас могут оставить работать до 10, до 11 часов. Так, четвертое – это сверхурочные по субботам и в праздничные дни. Если это все сложить, зарплата получается 2 500 000 вон. Также есть ночная смена. Это когда работаешь неделю в день, неделю в ночь. За ночную смену выходит $150. Если у вас сменная работа и вы отработали месяц, 2 дня выходные, то зарплата получается 2 800 000. Если работать по субботам и в праздничные дни, то зарплата будет соответственно выше, более 3 миллионов. Также есть постоянная ночная смена. Это когда работаешь только в ночь, целый месяц. На таких работах зарплата доходит до 4 миллионов вон. Вот такая вот зарплата выходит в среднем у иностранного работника в Южной Корее на заводах. Чем больше часов вы отработали или чем больше у вас переработок после 5 часов вечера, тем больше у вас зарплата. Итак, вторая категория – это промальпинизм и стройка. Эта категория относится к высокооплачиваемым. Для работы на стройке проходят специальную строительную учебу. Получаете карту об окончании учебы и с помощью этой карты можете устраиваться на работу. Промальпинизм – это работа на высоте. Также сначала нужно пройти учебу, потому что работа, я считаю, очень опасная. В основном на таких работах работают бригадой по 6-7 человек примерно. Зарплата у новичков, кто совсем недавно в этой сфере, получает 120 000 вон в день. Но если вы мастер своего дела, у вас уже есть опыт работы, то зарплата идет от 180 000 вон. Это очень хорошая зарплата и в месяц выходит от 3 600 000. Это если вы проработали целый месяц без выходных. На стройках обычно работает до 5 часов, переработок практически нет, и выходных очень мало. Выходные на таких работах только в дождливую погоду, в снег, в сильный ветер, а в остальные дни работают каждый день.
Также хочу отнести к этой категории работу на солнечных батареях. Очень тяжелая работа. В Корее для солнечных батарей выделяют большое поле. Такие поля в основном находятся в гористой местности, то есть под наклоном. Даже под таким наклоном, куда не может добраться техника. И чем меньше задействована техника, тем больше работы для работников. Им на руках приходится носить конструкцию от одного конца поля до другого, где надо их монтировать. Вес конструкции примерно от 20 до 40 килограмм. Зарплата на батареях $100 в день плюс трехразовое питание. А также им предоставляют очень много воды, потому что в такую жару на солнечных батареях работать очень тяжело. Итак, следующая категория – это щектаны, кафешки, рестораны. В такие заведения обычно требуются официанты, посудомойщицы. И в основном там работают наши молодые люди, которые знают корейский язык. Зарплата в кафешках от 1,5 миллиона и выше. Все зависит от графика работы и от часов работы. Четвертый вид работы – это мотели, гостиницы, отели, в общем, уборка номеров. Работают там в основном девушки, женщины, но иногда приезжают работать парами. Вам предоставляют там комнату, то есть живете там, предоставляется какое-то питание и, можно сказать, даже выгодно, вы не несете никаких затрат. Работа по графику примерно с 8 до 8 или с 9 до 9. График везде разный. И там всего 2 дня выходных в месяц. Зарплата в мотелях от 1 800 000 до 2 миллионов. Зависит от количества комнат, которые вы должны убрать. Но минимум зарплата, насколько я знаю, 1 800 000. Итак, сколько же в Корее получают сварщики? Сварщики в Южной Корее получают в день $100. Работать сварщиком может даже и без опыта работы. Вас на месте научат, обучат, и вы сразу же приступите к работе.
Ну вот, на таких работах работают наши люди. И если вы впервые решили отправиться в Южную Корею на заработки, но при этом у вас там нет родственников или знакомых, вы не знаете ни корейского, ни английского языка, поэтому я советую вам обратиться в специальное агентство или компании по трудоустройству иностранцев в Корее. Такие компании не только помогут вам найти работу, но и обустроиться в самом начале вашего пребывания в Южной Корее. Например, найти временное жилье или забронировать отель, оформить ID-карты после прибытия в Корею, либо открыть индивидуальный счет в местных банках. Помимо всего прочего, есть и такие компании, которые предоставляют услуги встречи и трансфера из аэропорта. Услуги, конечно, платные, но это оказывается даже выгодно. Ведь, как показывает практика, в этот период обустройства в чужой стране человек несет очень большие финансовые расходы, особенно там, где их можно было избежать. Например, длительно затянувшийся поиск подходящего жилья может увеличить расходы за проживание в гостинице. А за незнание языка вы потратите еще и на переводчика. Насчет трудоустройства в Южной Корее очень большое количество центров, которые называются самушиль. Конечно же, эти центры предлагают работу всего на один день. Вот главный недостаток работы через эти центры – это постоянная смена работы. Допустим, сегодня вы работаете на автомобильном заводе, а завтра вас могут отправить на поле. И еще одна новость по этой теме. В Южной Корее вышло постановление о том, что в новом 2022 году с января месяца повышается зарплата на 5,05%. Это, как я уже говорила ранее, оплата в час в этом году 8720, на следующий год с января месяца будет в час 9160 вон. А сейчас я покажу вам свою работу, на которых я работала, как только приехала в Корею. Первая моя работа в Южной Корее – это робот-сварка. На этот завод мы с мужем попали вдвоем. Он работал на мужских деталях, я на женских. Работа моя заключалась в следующем. Нужно было взять две небольшие металлические детальки, вставить в робот и нажать кнопочку. Шторка закрывается, и робот сам начинает варить деталь. Время от времени нужно продувать робот, прочищать иголочку, обрызгивать маслом, и все по новой. Деталь варится несколько секунд. После того, как деталька сварилась, ее нужно проверить на брак и отбить ненужные заусенцы. На этой работе за смену нужно было сделать норму. Например, 1000 деталей за ночь. У меня была сменная работа, неделя в день, неделя в ночь. Это автомобильный завод запчастей. Работа несложная, но грязная. Я изготавливала деталь для ходовки. Каждое утро у нас на работе было собрание, на котором начальство нам всегда говорило, что мы готовим очень важные детали, от которых зависят жизни людей, потому что бывают аварии из-за брака деталей. У нас здесь было все строго. Если хоть даже на полмиллиметра неправильно приварить деталь, это уже брак. Все должно быть 100%. Поэтому в мою работу включалась и проверка на брак также. Потом я все детали собираю и передаю дальше. Проверка на брак проходит через несколько рук. Это тоже своего рода работа, на которой работают наши девочки. Работа такая называется комса. Проверка на брак. На этой работе я получала зарплату примерно $2000. Вот сейчас я отбиваю заусенцы и проверяю на брак. Работала я в 2 перчатках, потому что очень горячие детальки. И за месяц уходило очень много пачек перчаток. Но нам выдавал завод. У Вовы робот был немножечко побольше, и детали были покрупнее, чем у меня. Мне больше всего нравилось работать в ночную смену, так как нет начальства. Сделав норму, я могла пойти погулять. И на этом заводе почти 90% были наши русскоязычные. На этом заводе мы с мужем проработали 8 месяцев. Затем мы переехали в город, где живет Вовин брат.
А вот вторая моя работа на резинках, тоже автомобильный завод. С другого завода нам поступали большими партиями вот такие вот резины для дверей автомобиля. Моя работа заключалась в том, что на эту резину нужно наклеить вот такие вот ленточки. Нас работало 6 человек, 6 девочек, все русскоязычные. Иногда меня переставляли на лайн. Лайн работает без остановки, и моя задача была просто почистить резину от пыли и от разных катышек. Работа не тяжелая, можно даже сказать легкая. Единственное, что мне не нравилось на этом заводе, это запах резины. Но человек ко всему привыкает. Работа на этом заводе только днем. Также были бонусы, дополнительные часы работы, и зарплата у меня была тоже примерно $2000. У Вовы зарплата была $2500. Мы работали на одном заводе, я занималась резинками, а он покраской резиной. Так вот мы отработали целый год, получили 13-ю зарплату и поехали домой отдыхать. Дай мне ручку. На этом все, друзья. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.